Вы на канале «Горизонт событий». Планета меняется быстрее, чем мы успеваем за ней следить. Сегодня 17 июня, и прямо сейчас вы увидите главные природные аномалии, катаклизмы и чрезвычайные происшествия, которые потрясли мир за последние 24 часа. В американском Хьюстоне, в штате Техас, произошло затопление дорог из-за сильных тропических ливней, которые обрушились на регион в понедельник. За считанные часы в городе и его окрестностях выпало от 70 до 120 мм осадков, а в отдельных районах на севере мегаполиса этот показатель превысил и вовсе 150 мм. Хлынувшие потоки воды превратили городские автомагистрали и улицы в настоящие реки. Из-за стихии было заблокировано движение на участках межштатных шоссе Ай-45 и Ай-10. Десятки автомобилей оказались затоплены по самую крышу или застряли посреди залитой водой дорог. На фоне критической ситуации власти Техаса объявили режим стихийного бедствия для 101 округа штата. Непогода внесла серьезные коррективы и в общественную жизнь. Организаторам пришлось экстренно закрыть фан-зону чемпионата мира по футболу в Хьюстоне из-за угрозы безопасности посетителей. На фоне непогоды местные власти настоятельно призывают жителей отказаться от любых поездок и избегать затопленные районы. Синоптики предупреждают, что расслабляться рано. Из-за приближения тропического циклона из Мексиканского залива штормовое предупреждение продлено до конца недели, и регион ожидает еще до 250 мм новых осадков. На юге Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Саратов-Алматы. ЧП произошло во вторник на железнодорожном перегоне Шиели-Туркестан. По официальным данным компании «Пассажирские перевозки», у одного из вагонов состава сошли колесные пары. В аварийном вагоне в этот момент находились 36 пассажиров. 2 человека получили травмы. Для ликвидации последствий и скорейшего восстановления движения на перегон прибыл восстановительный поезд. Компания уже принесла официальные извинения пассажирам за доставленные неудобства и задержку в пути. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 62 600 гектаров, из-за чего в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным лесопожарного центра, на 17 июня на севере края бушует 88 активных очагов возгорания. Самая напряженная обстановка фиксируется в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Основной причиной вспышек стали жара до плюс 32, длительный дефицит осадков и высокая грозовая активность. В самом Красноярске и ряде других городов введен режим неблагоприятных метеоусловий из-за густого смога, который приносит ветром, в том числе из соседней Томской области. На ликвидацию стихии брошена группировка в составе более 1200 спасателей. Несмотря на масштабы пожаров, власти заявляют, что прямой угрозы населенным пунктам на данный момент нет. В крае продолжает действовать запрет на посещение лесов, разведение костров и проведение любых пожароопасных работ. Летний сезон муссонов, именуемый в регионе водой драконьих лодок, принес в дельту Жемчужной реки аномальные объемы осадков. За несколько часов улицы в крупном промышленном центре Дунгуане в китайской провинции Гуандун ушли под воду. Хлынувшие потоки воды парализовали движение транспорта на центральных улицах Дунгуаня. Сотни автомобилей оказались затоплены по крышу или застряли в пробках. Спасателям приходится использовать моторные лодки для эвакуации людей из заглохших машин и первых этажей жилых зданий. Власти провинции Гуандун уже повысили уровень экстренного реагирования на наводнение до 3-го из 4 возможных. По всему региону из зон повышенного риска эвакуировали более 36 тысяч человек. Национальный метеорологический центр КНР продлил действие оранжевого уровня опасности, так как, по прогнозам синоптиков, штормовой фронт задержится в провинции еще на несколько дней, что сохраняет высокую угрозу новых подтоплений и схода селей. Водителям настоятельно рекомендуют избегать затопленных тоннелей и низин. Сильный шторм и холодный фронт обрушили на Рио-де-Жанейро мощные ливни, которые спровоцировали оползень в крупнейшей фавеле страны – Росинья, расположенной в южной части города. За 4 часа здесь выпало около 65 мм осадков.
Земля напиталась влагой, что привело к частичному обрушению опорной стены и сходу грязевого потока. Наиболее сложная ситуация сложилась на оживленной улице Эстрада де Гавея в районе Руаум, прямо напротив церкви. Масса жидкой грязи, камней и строительных обломков сошла с холма. В считанные минуты бурные потоки затопили первые этажи жилых домов, коммерческие лавки и местный храм. Припаркованные на обочинах автомобили завалило камнями и протащило по улице. Местные жители оказались отрезаны от привычных маршрутов. Муниципальные власти объявили в регионе высокий уровень опасности. Существует серьезная угроза новых, более масштабных оползней, так как почва на склонах остается крайне нестабильной. Несмотря на колоссальный ущерб, информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. Жителей просят сохранять предельную бдительность и при малейших признаках движения грунта немедленно покидать свои дома. Вчера после затяжной жары Алматинскую область накрыл штормовой фронт. Шквалистый юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду поднял в воздух тонны песка, земли и мелких камней. Трасса Алматы-Конаев погрузилась в сплошную серую пелену, видимость на некоторых участках упала практически до нуля. Из-за резкого ухудшения погоды и несоблюдения скоростного режима на трассе произошло несколько ДТП. В самом Алматы сообщалось о падении крупных деревьев на проезжую часть, после чего пыльный шторм сменился грозой и ливнем. Синоптики предупреждают, что неустойчивая погода с сильным ветром и грозами в регионе пока сохраняется, поэтому полиция настоятельно просит водителей быть предельно внимательными, снижать скорость до минимума или вовсе переждать стихию на обочине. В округе Лос-Анджелес в районе Стивенсон-Ранч вспыхнул крупный природный пожар, получивший название Макс Файр. Возгорание началось в сухих зарослях кустарника неподалеку от пересечения улиц Магнолия-Лейн и Оттом-Плейс. Из-за сильного ветра пламя стало стремительно распространяться, создав прямую угрозу жилым зонам. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей ближайших домов, а для соседних кварталов выпустили предупреждение. На борьбу со стихией были брошены силы наземных расчетов и авиация. Благодаря слаженным действиям пожарных бригад к вечеру продвижение огня удалось полностью остановить и локализовать. Общая площадь, пройденная пожаром, составила около 18 гектаров. К счастью, спасателям удалось отстоять жилой сектор, ни один дом не пострадал. В настоящее время точная причина возникновения пожара устанавливается профильными специалистами. В восточной части Японии произошло вчера землетрясение магнитудой 5,5. По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг стихии залегал на глубине около 50 километров в южной части префектуры Ибараки. Несмотря на то, что эпицентр находился в Ибараки, толчки ощущались в городах Ота префектуры Гумма и Ханзё префектуры Сайтама. В самом городе Уцуномия, префектуры Тотиги, а также в некоторых районах Йокогамы интенсивность толчков достигла 4 баллов, заставив изрядно понервничать местных жителей. В центральных районах Токио также отчетливо ощущалось покачивание высотных зданий на протяжении нескольких секунд. К счастью, критических разрушений инфраструктуры, серьезных повреждений и пострадавших зафиксировано не было. На севере Китая в провинции Хэбэй мощный конвективный шторм обрушил на город Цяодун и его окрестности аномально крупный град. Небо моментально потемнело, после чего на город посыпались гигантские ледяные снаряды. Удар стихии сопровождался штормовыми порывами ветра, достигавшими 20 метров в секунду, которые вырывали деревья и избивали листву. Огромные градины нанесли серьезный ущерб городской инфраструктуре. Разбиты сотни автомобилей, повреждены витрины магазинов, фасады жилых домов и наружная реклама. В настоящее время экстренные ведомства Цяодуна ликвидируют последствия масштабного ледяного шторма. Сообщается, что шторм нанес колоссальный ущерб как городскому хозяйству, так и прилегающим сельскохозяйственным угодьям.
Сильнейшие проливные дожди, обрушившиеся на регион, вызвали внезапное наводнение в городах Шрифпорт и Босьер-Сити на северо-западе Луизианы. Городские системы водоотведения не справились с колоссальным объемом осадков, из-за чего вода хлынула в жилые дома, коммерческие объекты и общественные здания. Эпицентром стихийного бедствия стали несколько районов в Шрифпорте. Водный поток практически полностью парализовал движение на основных шоссе. На крупных улицах уровень воды поднялся настолько высоко, что легковые автомобили ушли под воду почти по самую крышу. В ловушке на затопленных трассах оказались десятки водителей. Спасатели провели эвакуацию людей с затопленных улиц. Одной из самых резонансных стало спасение взрослого и ребенка из частично затопленного автомобиля. Местные власти призывают жителей полностью отказаться от поездок, так как синоптики прогнозируют продолжение ливней в ближайшие дни.